Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем шить вот такие пододеяльники для лоскутного одеяла. Не совсем пододеяльники, но что-то на них похожее. Вот смотрите, эти с потайными петельками. И вот такой вариант, который будет имитировать бордюр или кайму лоскутного одеяла. Так, смотрите, если у вас простое одеялко, то вот такой пододеяльник с огромным отверстием по центру, который будет имитировать бордюр, очень даже хорошо подходит. Смотрите, пуговичек у меня не хватило на все стороны, но я думаю, смысл вы поняли. Смотрится, как будто он здесь и был. Вот такие варианты подходят для лоскутных работ, у которых красивое лицо, и вы не хотите портить его пуговичками и бордюрами. По сути, это просто с петлями под пуговицы. Еще вот такой вариант со скрытыми петлями. Сейчас покажу, как она выглядит. Также у нас получается петли с изнанки и пуговицы, но они скрыты дополнительной планкой. По всему периметру, если так сделать, то пуговичек не будет видно ни снаружи, ни изнутри. Вот видите, как получается. Но такой вариант со скрытыми петлями сложно шьется, поэтому сегодня я вам покажу только первые два варианта. Они попроще, и с ними справится любой. Начнем с такого варианта, он самый простой. Для этого нам нужно измерить размер нашего лоскутного одеяла. Ширина будет у нас X, а длина Y. Вы подставите свои размеры. Затем добавляем размер подворота. Это у нас будет размер Z. Итак, вот у нас наше одеяло. И нужно наш размер подворота умножить на 2 и добавить с каждой из сторон. Получается у нас один размер подворота и второй. Вот смотрите. Вот у нас два размера Z я отложила от основного полотна. Теперь нам нужно один подворот заутюжить наизнанку и прочертить диагональную линию. Вот так кладете линейку, чтобы угол у нас совпадал вот с этой точкой. Вот так должна у нас проходить линия. Теперь складываем от угла край к краю и по этой нашей линии прокладываем строчку. Тут делаем закрепки, это обязательно. Вот смотрите, у меня есть уже простроченный угол. Вот я здесь сделала строчечку. Теперь излишки отрезаем. А припуск разутюживаем в разные стороны. Вот здесь у нас должен получиться как будто капюшончик. Вот так мы загибаем этот припуск. А вот эти хвостики нужно обрезать. Теперь придерживаем пальцем и выворачиваем. Расправляем уголок. И практически готово. Теперь нужно будет все это ровно отутюжить и по краю проложить строчку. Вот видите? Проложить строчку и обметать петли для пуговиц. Здесь у нас получаются срезы
но так как мы по краю прострочим, они у нас получатся внутри. Пуговицы я пришила между одеялом и бейкой, и шов совсем не заметен. Делаете петли примерно на расстоянии сантиметров 15, может быть больше, меньше, как вам хочется. Теперь второй вариант. Также измеряем ширину и длину одеяла. И смотрим, какой ширины у нас должен быть бордюр. Это у нас будет размер Z. Я взяла половину от ромба. Можно взять шире, это зависит от того, какой у вас рисунок на одеяле или как вам хочется. И теперь, так же как в предыдущем случае, откладываем этот размер 2 раза. И добавляем еще 1 сантиметр. Вот смотрите, на ткани я нарисовала размер и добавила 2 ширины канта. Поближе покажу вам. И 1 сантиметр. Вот этот 1 сантиметр нам нужно будет заутюжить в центр. Вот так. Когда мы заутюжили, то нам нужно будет начертить линии, по которым мы будем строчить. Вот так. Мы чертим до первой линии и потом под углом 90 градусов чертим до второй линии. Сейчас покажу. Кладем линейку так, чтобы она углом ложилась на вторую линию. Вот. И здесь она шла у нас ровно по второй линии. Или вот так. Сначала мы проводим диагональную линию от внутренней линии, а затем от нее под углом 90 градусов проводим линии слева и справа. Такая как бы буква П у нас должна получиться, проходящая через эти точки. Затем поступаем, как в предыдущем случае. Складываем угол по диагонали. Вот так. От самого уголка ровненько складываем. Можно сколоть булавками. Диагональ должна проходить через уголки. И прострачиваем по начерченной линии. Вот так я прострочила. Теперь внутренний уголок нам нужно вырезать, оставляя примерно сантиметр на припуске. Вот такой домик у нас остался. Теперь разворачиваем. Вот у нас этот хвостик болтается. Припуски здесь тоже разложим. И сложим вот так пополам. Вот у нас сформировался уголок. Теперь нам нужно выступающие вот эти хвостики отрезать. Сложить уголки вместе
и вывернуть. Вот такой аккуратный уголок у нас получается. Здесь нужно все выровнять, проутюжить, а затем проложить строчку по краю. Буквально пару миллиметров, чтобы закрепить вот этот край. Сейчас я вам покажу. Получается вот так мы, когда сшиваем уголок, у нас получается, формируется 2 загиба. Вот видите? Один загиб, второй, и вот здесь сантиметрик, который мы заутюживали в начале. И вот здесь мы по краю проложим строчку, чтобы закрепить вот этот краюшек. Сантиметр можно не загибать, если вы собираетесь вот этот край прострочить посильнее. Просто если на пару миллиметров строчить, нитки могут распуститься, и у вас этот край вылезет. Сейчас покажу отличие, да? Тут у нас были швы наружу, но мы здесь будем прострачивать, и они уйдут вовнутрь. А здесь у нас остается такой краешек, который мы сделали со швами вовнутрь. Вот видите, здесь я отстрочила, сделала петлю, и все у нас получилось очень аккуратненько, ничего у вас не распустится. Забыла сразу вам сказать, что места, где вы собираетесь делать петли, желательно укрепить флизелином клеевым. Сразу еще в начале, перед тем, как все сшивать, проклеить эти места флизелинчиком. На этом с вами прощаюсь. До скорых встреч!